Друзья, всем привет! Компания Xiaomi недавно выпустила прошивку HyperOS 2 Global с Android 16, но, как оказалось, они очень в этом плане поспешили, потому что у многих пользователей, кто имеет Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro, образовались определенные проблемы после этого обновления. Потому в этом видеоролике я вам покажу обновление, которое самое свежее недавно вышло, и расскажу, стоит ли обновляться или же нет. Потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что ж, разработчики, получается, поняли, что совершили некую такую ошибку и так оперативно прошивку 217 отозвали. После непродолжительных тестов они выпускают прошивку 2.0.218.0. И в чем вообще в принципе заключалась проблема? А все крылось в том, что у тех, кто обновился до Android 16 с HyperOS 2 Global, отвалился модуль NFC. Да, вы мне можете сказать, что можно было бы пойти в другие способы подключения, зайти в раздел NFC и поиграться тут с настройками всевозможными, включить, отключить NFC, восстановить функции NFC, и тому подобное. И как вы понимаете, не во всех случаях это помогало. Потому разрабы, недолго думая, взяли и отозвали прошивку, и после чего выпускают уже более такое улучшенное обновление. Получается, я вам сейчас кратенько напомню, в чем в принципе суть Android 16 и вообще, ради чего стоит обновляться. Во-первых, то, что это Android 16, как вы понимаете, циферки у нас с вами меняются, но на первых порах, как вы поняли, что не стоит бежать обновляться, именно бежать впереди паровоза, потому что могут быть различные проблемы, различные баги, и которые, возможно, могут пофиксить оперативно, а возможно, которые не пофиксят оперативно. Далее, напоминаю вам, что добавляется раздел у нас настройка ярлыков, и я так понимаю, что в зависимости от того, как мы будем дальше идти по обновлениям, разработчики сюда будут добавлять еще больше ярлыков. Также напоминаю вам, что у нас появляется в разделе уведомления и строка состояния настройка ярлычков, которые находятся непосредственно в строке состояния. Также кто переживал и кто спрашивал насчет количества отображения, все так же у нас нет 1 и 3 значка. Опять же, друзья, как вы понимаете, мы хотим, чтобы вообще в принципе все значки были, а разработчики так об этом не считают. И потому нам выставляют то, как они это соответственно видят. Также многие думали, что после обновления до такой более фикшенной версии у нас станет куда лучше по оптимизации, быстродействию и прочему. Но не могу сказать, что это наяву так. Есть в некоторых моментах определенные подвисания, подтупливания даже на том же Xiaomi 15. Потому если вы думаете, что покупка флагмана это прям так же какая-то панацея, это совершенно не так. И потому здесь необходимо только лишь играться с обновлениями стоковых приложений, в частности это рабочий стол, безопасность, и тому подобное. И потому я вам рекомендую обновлять стоковые приложения вручную, потому что ждать, пока будет там новая прошивка или же новое стоковое обновление по воздуху, опять же, это можно ждать очень и очень долго. Так, в целом по рабочему столу новых фишек тут никаких у нас не проявляется. Все так же у нас есть и поиск по рабочему столу. Если выходим вот сюда, делаем вот такой свайп. И опять же напоминаю вам, что есть еще такая фича, как искусственный интеллект. Она очень такая простенькая эта штука, но опять же, возможно, кому-то под какие-то запросы и задачи будет полезно. Мы с вами идем дальше. Напоминаю по персонализации, что у нас добавляется, где экран блокировки, новый стиль, который поможет вам, назовем это так, разнообразить устройство. Он выглядит следующим образом. И плюс там мелкие штуки по типу линз, размытие обоев, и тому подобного. Также у кого нет раздела под названием динамические AI обои, вы можете это все добро поставить с помощью обновления стокового приложения темы. Дальше необходимо выйти из своего Mi аккаунта абсолютно везде, можно даже, ладно, в тех же темах выйти, очистить данные приложения темы, войти назад, и у вас этот раздел проявится. Также многие в комментариях писали, что как только они хотели выполнить генерацию динамических AI обоев, сталкивались с ошибками. Почему это так? Потому что очень много желающих это выполнить, и потому можете попробовать загрузить какой-нибудь VPN и с помощью него попробовать выполнить эту генерацию.
Далее, что еще интересного? Оно у нас кроется с вами в разделе разблокировка отпечатком пальца. Вы мне можете сказать, да что тут в принципе может быть интересного, а вот наконец-то на Xiaomi 15 завозят цветные отпечатки пальца. В комментариях под прошлым видео, где я рассказывал про обновление 217.0, мне сказали, так это уже давно есть и т.д. и т.п. Ну, я как бы привел в пример, сказал, что на Xiaomi 15 на прошлых обновлениях такого не было. И поэтому я делаю акцент на том, что тогда этого всего не было, сейчас это появляется. И да, цветные отпечатки появляются только с Android 16. То есть, если у вас HyperOS 2 Global, Android 15, у вас этого не будет. Получается, разработчики специально убрали цветные отпечатки еще после HyperOS 1. С чем это было связано, непонятно, и лишь только сейчас они это все добро возвращают. И в целом по настройкам это и все. По разделу приложения, батарея, расширенные настройки, ничего нового мы с вами найти не сможем. Чего не скажешь касательно у нас обновлений стоковых приложений. Их действительно обновляют, приложение камера у нас, конечно же, будет новым, и получается оно 6.2. Также, если ваша камера не обновлена до актуальной, рекомендую вам это сделать. И все ссылки на актуальные стоковые обновления будут в описании под этим видео. Кому еще интересна синтетика? Кстати говоря, я был очень этому удивлен. Ну, во-первых, то, что аппарат выбивает 2 миллиона 300 тысяч очков, это раз, а во-вторых, что он неистово нагрелся. То есть там что-то в районе было 60 градусов нагрева процессора. Батарея при этом всем нагрелась почти до 50 градусов. Да, сейчас у нас жара, там за окном больше 30 градусов, но опять же 60 для процессора это, как по мне, очень и очень много. Опять же, не рекомендую вам с этими всеми тестами играться, а то можно получить потом очень негативные последствия. Но так в целом и общем по синтетике и под задачи, которые это устройство может выполнять, понятное дело, все оно вывозит, все работает отлично. Что же, друзья, давайте теперь подведем итог. Как вы поняли, что впереди паровоза и бежать не стоит, и самым первым обновляться также не стоит. Это могут себе позволить лишь только люди, у которых разблокированный загрузчик, ну или же те люди, которые вот по типу меня, которым необходимо снимать контент, и после чего можно спокойно откатываться. Если же вы рядовой пользователь, если вы так с опаской к этим всем обновлениям подходите, на это все смотрите, то лучше, конечно же, подождать, когда все устаканится, когда будет очень много отзывов про эти обновления, про эти прошивки, и как только вы поймете, что никаких проблем здесь не наблюдается, что все работает отлично, то вы в принципе можете обновляться. Потому как можно, вон, как вы заметили, обновиться и получить модуль NFC в отвале. И, соответственно, вы ничего тут сделать уже не можете. Ну, кроме того, как разблокировать загрузчик и назад откатываться. На сегодняшний же день NFC работает, и все, в принципе, по этому устройству и по этой прошивке замечательно. Для повседнева это будет самое то. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.